Всем привет! Я приехала в пятизвездочный отель Nubian Village. Он находится в Шарм-эль-Шейхе на первой линии и работает по системе «Все включено». У этого отеля очень много хороших отзывов. Туристы рекомендуют его для семейного и молодежного отдыха. И в первую очередь хвалят здесь анимацию и развлечения. Ставьте лайк, если вам интересны обзоры отелей в Египте. И давайте знакомиться с отелем Nubian Village. Отель Nubian Village находится в 7 километрах от аэропорта Шарм-эль-Шейха в районе Набк-Бэй. Он расположен на первой линии Красного моря. В этом египетском отеле отдыхает много россиян, поэтому и персонал здесь хорошо знает русский язык. Основной бассейн отеля Nubian Village просто огромный. Подогрева воды в нем нет. Территория резорта выглядит ухоженно и красиво. Тут много деревьев, цветов, газонов и симпатичных фотозон. В отеле есть небольшой аквапарк. Помимо горок для взрослых, есть зона для малышей. Неподалеку от пляжа работает еще один бассейн. Тут есть подогрев в зимнее время и выделенная детская зона, а также бар, в котором можно посидеть, не выходя из воды. На территорию отеля Nubian Village приятно посмотреть. Она очень фотогеничная. Туристы любят сеть Nubian в Шарм-эль-Шейхе за хорошие развлечения для детей и взрослых. Здесь можно провести по-настоящему активный и веселый отпуск в Египте. В мини-клубе всегда плотное расписание. Заметно, что детям тут очень нравится. Аниматоры по-настоящему вовлечены в свою работу. То же самое можно сказать о команде, которая развлекает взрослых туристов. Уроки танцев, растяжка, игры, соревнования. В отеле всегда что-то происходит. Кроме того, тут есть бесплатный теннисный корт, поле для мини-футбола, падл-теннис, а также гидромассажный бассейн, настольный теннис и тренажерный зал. Все без доплат. На территории есть платный спа-комплекс и несколько сувенирных магазинов. Сеть Nubian Hotels предлагает отдых в двух отелях – Nubian Village и Nubian Island. По сути, это один большой резорт. Остановившись в отеле Nubian Village, вы можете пользоваться всей его инфраструктурой, за исключением баров и ресторанов отеля Nubian Island. Это очень удобно. В отеле 292 номера. В основном корпусе и в номерах у аквапарка, а также в некоторых домиках проведена реновация. У меня стандартный номер в бунгало. В описании под видео оставлю для вас ссылочку, по которой вы сможете посмотреть цены на туры в этот отель из вашего города. Там же вы сможете увидеть разные категории номеров, посмотреть фотографии. Также в описании под видео оставлю для вас ссылочку на проверенный российский сайт, где можно бронировать экскурсии в Шарм-эль-Шейхе. А сейчас давайте я покажу вам свой номер. Бунгало в отеле Nubian Village – это одноэтажные домики с собственными террасами. На террасе находится вот такая зона отдыха. Дальше мы попадаем в небольшую прихожую. В этой прихожей стоит шкаф, здесь есть бесплатный сейф, халатов и тапочек нет, а утюг и гладильную доску дают по запросу. Здесь же находится вход в ванную комнату. Ванная комната не слишком новая, но при этом чистая. Здесь нет неприятных запахов, плесени, ржавчины. В целом она приятная. Из косметических принадлежностей есть средство 2 в 1, шампунь и гель для душа, кондиционер для волос, лосьон для тела. Также есть фен и полный комплект полотенец. Вот так выглядит основная часть номера. Мебель здесь старенькая, местами пошарпанная. Ремонт тоже не очень современный, но при этом нужно сказать, что здесь очень чисто. И вообще в целом номер приятный, потому что в некоторых отелях Египта бывает очень старая мебель и вообще ужасная атмосфера. Заходишь в номер, хочется плакать. Здесь же такого нет. В этом номере не страшно, не противно. Здесь нет никаких насекомых, какой-то противной плесени, грязи и так далее.
Здесь вот такая сдвоенная кровать, постельное белье не старое, без пятен, без катышек. По бокам есть освещение, тумбочки. Здесь такое окно, балкона в этом номере нет, потому что есть терраса. Телевизор выглядит вроде бы не очень современно, но все же здесь есть USB разъем, так что в целом телевизор тоже неплохой. Здесь находится чайник, воду и чай пополняют ежедневно. Также рядышком небольшой холодильник. В номере есть кондиционер, а вот бесплатного Wi-Fi нет, он работает только на ресепшн и возле бассейна. В целом номер неплохой, но все-таки я не чувствую, что нахожусь в пятизвездочном отеле. Хотя знаю, что здесь есть номера с реновацией, это категория Deluxe и улучшенные. Возможно, в них это будет чувствоваться. Поговорим о питании в отеле Nubian Village. Пока вы смотрите ассортимент завтраков, я скажу, что ресторан выглядит свежо и современно. Тут хороший ремонт и идеальная чистота. По утрам на шведском столе без изысков. Несколько горячих блюд, выпечка, закуски, овощи и фрукты. Выбор стандартный для недорогого отеля 5 звезд в Египте. Не роскошный, но и не скромный. Есть блюда европейской и восточной кухни. Из твердых сыров не пластиковым на вкус оказался лишь один, а вот мягкие сыры хорошие – фета, козий, творожный. На шведском столе есть йогурты и молочные коктейли, а также сладости и сухофрукты. К выпечке есть джемы, шоколадная паста и мед, в том числе мед в сотах. Отмечу, что в ресторане хороший сервис. Официанты всегда предлагают принести напитки и быстро убирают грязную посуду со столов. В мой заезд в конце января 2025 года в отеле было много людей, но очередей за едой я ни разу не видела. Даже индивидуальные блюда вроде омлетов готовят быстро. По утрам из напитков есть чай, кофе из кофемашин и кофейников и сок. По системе все включено, в барах отеля Nubian Village предлагают безалкогольные напитки и алкоголь египетского производства. За $2 можно заказать свежевыжатый сок. Дважды в день в баре у бассейна есть бесплатное мороженое. Вы можете поставить видео на паузу и рассмотреть концепцию. В качестве перекусов в баре предлагают фастфуд и свежие овощи. Во время обеда в основном ресторане всегда очень просторно, так как многие туристы предпочитают обедать у моря. На шведском столе есть 2 вида супа, а также горячие блюда в европейском и египетском стиле. Всегда готовят курицу, говядину и рыбу. Иногда бывает утка или печень, а также морепродукты. На шведском столе есть гарниры из круп и овощей, а пасту для туристов готовят индивидуально. Среди закусок всегда есть салаты и что-то необычное. Заметно, что повара стараются над оформлением блюд. Отдельно отмечу салат-бар. Далеко не в каждом отеле Египта есть настолько хороший выбор зелени. Овощи тоже отличные. На шведском столе есть диетические блюда. Фрукты обычно предлагают целыми, а не в нарезке. Полноценно можно пообедать и в ресторане у моря. Тут примерно такое же число блюд. На мой взгляд, поменьше, только выбор десертов и салатов. Ужины в основном ресторане отеля Nubian Village отличаются от обедов. По вечерам выбор блюд заметно шире, а на шведском столе обязательно появляется что-то интересненькое. Например, крабы, мидии, закуски с копченым лососем, необычно приготовленное мясо. Также отмечу хороший выбор европейских сыров, гораздо лучше, чем на завтраках. Впечатляет и десертный стол. Горячие напитки в основном ресторане предлагают только на завтрак.
Если хочется запить десерты чаем или кофе, придется самостоятельно сходить до бара в лобби. Это недалеко, но все же неудобно. В отеле Nubian Village есть бесплатный ресторан а-ля карт с обслуживанием по меню. После ужина для детей проводят мини-диско. В это время открывается платная зона развлечений с батутом и игровыми автоматами. Затем начинается вечернее шоу для взрослых, а далее дискотека. Отели сети Nubian находятся на первой линии Красного моря, и туристам доступны два пляжа. Пляж отеля Nubian Village и пляж отеля Nubian Island. В принципе, они похожи друг на друга. Интересная особенность, которая является плюсом зимой, это то, что отели находятся немножко на возвышенности, а пляж как бы внизу. Поэтому создается естественный защитный барьер, который немножечко спасает от ветра. Хотя если тут дует очень сильный ветер, как это часто бывает зимой в Египте, то тогда, конечно, даже такие барьеры не спасают. Оба этих пляжа очень живописны, и они приятны для отдыха. Здесь такой хороший мягкий песочек. Оба пляжа хорошо оборудованы. Здесь есть кабинки для переодевания, души, бары с напитками и закусками, а также проходят разные развлечения. Есть волейбольные площадки. На пляже стоят симпатичные соломенные зонтики. Также на пляже Nubian Village есть навес. Лежаки здесь не старые, пластиковые, с мягкими матрасами, а вот индивидуальных заграждающих барьеров от ветра здесь нет. Пляжные полотенца находятся прямо в номере, вы их увидите при заезде. Чтобы их поменять, нужно позвонить на ресепшн. Море здесь не глубокое, часто бывают ярко выраженные отливы. Есть несколько участков для захода в воду без тапочек, то есть песчаных, но все же лучше иметь специальные тапочки, потому что здесь есть кораллы. Хотя я заметила, что большинство туристов купается без них. Ну и разумеется, здесь есть пирс, чтобы вы могли посмотреть красивый риф. Очень многие туристы его хвалят, им он очень нравится. Я здесь сама видела симпатичных цветных рыбок, мне тоже понравился этот риф. На пляже есть игровая площадка для детей, несколько зон для игры в волейбол, а также бары с напитками. На мой взгляд, отель Nubian Village действительно заслужил свои позитивные отзывы. Здесь, правда, очень весело и всегда есть чем заняться. Есть развлечения и для взрослых, и для детей. Также тут есть аквапарк, неплохой пляж и достойное питание. Мне кажется, если во всем отеле провести реновацию, то будет вообще просто отлично. В описании под видео я оставила для вас ссылочку, по которой вы сможете проверить цены на туры в отель Nubian Village из вашего города. Ставьте лайк, если вам нравится отдыхать в Египте. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.